Самое сложное после развода, ну, либо после окончания длительных отношений, это не одиночество, а пустота. Совсем недавно я стал счастливым обладателем свидетельства о расторжении брака, и хочу рассказать, как я переживал этот период, как я его пережил, что мне помогало, что не очень, и вполне возможно, что этот ролик будет полезен кому-то, кто окажется в такой же ситуации. Хочу начать с того, что развод, либо же окончание длительных отношений, это не про разрыв отношений как таковой, это про разрушение целого уклада жизни. Когда вы находитесь в отношениях, особенно в длительных, либо же в длительном браке, у вас есть привычный ритм, у вас есть определенная роль, да, в которой не ты, как ты, да, как единица самостоятельная, а в которой есть мы. У тебя есть ощущение стабильности, у тебя есть, в принципе, относительно предсказуемое завтра. Когда отношения эти прекращаются, соответственно, все это исчезает и появляется очень-очень большой такой страх, да, но этот страх не того, что ты останешься там один, ну, как бы, все мы из себя красавчики, ну, я так точно. Это страх неизвестности, вот страх хаоса, который тебя ожидает, да. Ты, по сути, ты теряешь не человека, ты теряешь жизнь, к которой привык. Меня, кстати, могут понять очень хорошо автомобилисты, когда случается какая-то серьезная поломка в машине, да, и мы вот отдаем ее там на несколько дней, а то и там на неделю в автосервис. Насколько становится непривычная жизнь, да, тебе нужно соображать теперь, как передвигаться, а на автобусе или на такси, или на каршеринге, или как вообще сразу увеличиваются там расходы зачастую, да. Здесь то же самое, то есть ты, когда выходишь из длительных отношений, ты такой, так, а что я вообще хочу, так, а что происходит, а как мне теперь быть, мне же теперь вот, особенно если у вас там, например, супруга, да, или девушка занималась там хозяйством по дому, то есть там убиралась, готовила, стирала, следила там за животными, например, и в один момент этого нет, и ты такой, блин, мне теперь надо это все самому делать, ну да, как бы нужно все самому делать. Хочу сказать, почему это тяжело. Если вы сидите вдруг и думаете, что а должно ли быть так тяжело? Да. Неважно, вы были инициатором разрыва или не вы были инициатором разрыва. То есть тяжело будет, ну, по-любому. По-любому, потому что у вас будут своеобразные такие флешбеки, и на вас будет накатывать периодически вот эта вот эмоциональная слабость, да, когда вы будете скучать, там, просматривать фотки, может быть, даже в какой-то момент захотите позвонить там или написать и так далее. Почему так происходит? Потому что за годы отношений психика строит определенную картину мира. Она, грубо говоря, даже не то чтобы картину мира, она строит ваш мир под определенную систему. После разрыва эта система исчезает, и мозг ваш продолжает работать по старым шаблонам. То есть, фактически и физически уже системы, которая была выстроена, ее нет, а мозг продолжает, вот знаете, есть такой термин инерция мышления. Вот здесь то же самое. То есть он продолжает жить по старым своим каким-то установкам и канонам. И отсюда появляется вот это вот чувство слабости, чувство того, что у тебя там что-то оторвали, да, отняли, и чувство пустоты вот этой. Очень важно здесь понять, что это не слабость, это естественная реакция. Психика еще не понимает, что все закончилось, и еще она просто не успела перестроиться. Я когда попал в эту ситуацию, то есть я думал, что я сейчас начну активно там как-то проводить свое свободное время, да, там знакомиться с другими женщинами, до чего греха таить, там я даже каюсь по проституткам, там, да, немножко походил, чтобы перебить как-то вот это настроение. Главная ошибка, которую совершил, например, лично я, это я попытался очень быстро прийти в норму. То есть я начал активно ходить там по барам, по клубам, по каким-то мероприятиям, начал там активно общаться с женщинами, да, там другими, их искать, там заменять как бы свое вот общение с бывшей супругой, то есть, грубо говоря, суррогатом, да. Но тут фишка в чем? Фишка в том, что развод, либо же вот разрыв длительных отношений нельзя перескочить, да, то есть нельзя так вот сказать, все, я забил, как бы, и ну, на этом все. Нет, на самом деле, это этап, который просто надо пережить. Если вы кого-нибудь спросите, да, ну, вдруг вот вы скажете, не знаю, подойдете к другу, к лучшему и скажете, слушай, вот как, что мне делать? Скорее всего, вы получите совет из разряда,
отвлечься, да. Но по факту этот совет не работает, потому что как бы вы ни отвлекались, ваш мозг, опять-таки, по причинам, названным выше, будет постоянно скатываться в пучину вот этого отчаяния. И на самом деле ни новые женщины, ни какие-то активности, то есть вас не спасут от этого. Спасет вас, во-первых, время. То есть, чем больше времени проходит, особенно если вы это время очень активно чем-то забиваете, да. Я имею в виду, если вы ищете себе, заводите какое-то новое хобби, например, новое увлечение, вокруг вас появляются новые люди, то есть новые друзья, какие-то знакомства. Это все помогает временно, да, временно купировать вот это самое состояние. Самое главное, не пытаться забить вот эту пустоту просто какими-то рандомными людьми. Объясню на своем примере. То есть, опять-таки, возвращаясь, да, к проституткам, я подумал, что вот, все, это вообще самый доступный и легкий способ пережить вот эту всю ситуацию, и пошел во все тяжкие. Но по факту потом, после того, как я там к нескольким, да, сходил в гости, осталась только пустота и такое небольшое отвращение к себе. Я думаю, что многим это чувство знакомо, и если даже вы считаете, что вы сейчас, например, там ходок, да, и у вас после этого все хорошо, на самом деле нет. Каждый раз вы просто предаете себя, но не можете просто посаморефлексировать, да, и осознать это. Но ничего, все как бы придет. Опять-таки, не гребу всех под одну гребенку, но вот у меня лично осталось очень негативное впечатление от этого, поэтому никому не советую. Я как бы не пытался, знаете, вот стать в этот момент счастливым или изображать какое-то счастье, то есть я просто перестал сопротивляться состоянию. Но я позволил себе, да, вот хреновая ситуация, да, там, то есть у меня при том, что, чтобы вы понимали, еще была такая ситуация, там я выхожу, представляете, из ЗАГСа, когда вот получил уже все свидетельство, там вот это о разводе, я из ЗАГСа выхожу, а супруга бывшая, оказывается, пришла с подружками, и подружки там стоят такие с тортиком, там с шампанским, знаете, там с хлопушками, короче, хихи-ха-ха, веселье такое, там, ну, мне как бы немножко грустно было, потому что для меня все-таки 15 лет там этих отношений, они были наполнены не только какими-то плохими, да, там, событиями последних лет, но и также замечательными событиями, которые бы я бы хотел сохранить. Это я к чему? К тому, что вам просто нужно разрешить себе побыть в этом состоянии хреновом. Закономерный вопрос, который вы захотите мне задать: а как, когда станет легче? Легче станет однозначно, но, во-первых, не сразу и не потому, что вы найдете кого-то. Это очень важно понимать, поэтому я и говорю, что не стоит стремиться к каким-то рандомным, там, случайным контактам, просто чтобы эту пустоту забить. Давайте приведу аналогию с надувным матрасом. Ваша психика — это вот надувной матрас, который за время отношений, он определенным образом сдулся, да, и вот в таком состоянии сдутом он очень долго хранился. Теперь, после того, как вы там расстались со своей второй бывшей половинкой, эта психика начинает потихонечку надуваться и расправляться. И вот до того момента, как она сама не излечится, то есть, вы знаете, есть очень такая крутая фраза, там, время лечит, да. В данном случае это действительно так, то есть время действительно лечит. Просто в момент этого лечения важно именно заниматься чем-то, то есть не давать мозгу вот этой праздной пищи для ума, когда ты сидишь, плюешь в потолок такой, типа, бывшая была такая классная, вот где я еще такую найду? Ну, типа, это же вообще будет самоуничтожением, которое не приведет ни к чему хорошему. Как раз-таки лучше заниматься своими делами. Многие люди, я знаю, они ударяются в самосовершенствование. В этом нет ничего плохого. Там, я, например, записался в зал, да, начал за собой следить, то есть решил прокачать там определенные навыки, в частности, там, риторику, да, речь свою там и так далее. Внешкой, то есть начал, в общем, всеми вот этими делами начал заниматься, и вы знаете, то есть в процессе того, как я вот этим всем занимался, я, во-первых, отвлекался, да, от этого у меня не было мыслей там каждую секунду, хочу написать бывший, там хочу ее увидеть, там, и так далее, это первое. А второе, то есть у меня действительно начали появляться новые знакомства, у меня расширилась сфера интересов, и я сам, то есть как человек, я вырос, то есть вот здесь ключевое, важно после этого вырасти, а не скатиться, потому что мы не можем находиться на одном месте, да, то есть человек, он либо развивается, либо деградирует. Вот важно
в этот момент как раз-таки развиваться. В любом случае, я хочу, чтобы вы поняли, что развод это не конец, развод это не провал, развод это переход. То же самое касается разрыва длительных отношений. То есть жизнь, она не закончилась, она просто стала другой в этот момент. Вы должны это понимать. И вот это, и как только вы примете вот этот факт, что все, ваша жизнь другая, вам станет легче. Давайте подведем итог, что стоит делать, что не стоит делать. Стоит делать это, прокачивать себя, искать себе новые какие-то хобби и развлечения, новые знакомства при этом, но они сами будут на самом деле, как только вы начнете себе какое-то новое хобби заводить. И что еще? Просто ждать, то есть пережить этот момент. У кого-то это займет там месяц, у кого-то это займет полгода, у кого-то еще дольше. Тут все зависит от того, какие отношения развалились и как долго они, собственно говоря, шли, да, длились, я имею в виду. Чего не стоит делать? Однозначно не стоит пытаться забить эту пустоту какими-то маргинальными людьми, просто потому что, чтобы не быть одному, да, лучше научитесь кайфовать от своего же присутствия, то есть когда вы один, когда вам никто не мешает. В этом на самом деле есть великая сила, и я расскажу об этом потом в других видео обязательно. Чего еще не стоит делать? Я знаю, многие люди заводят там домашних животных и еще кого-то просто как раз-таки, чтобы скрасить это чувство одиночества. Тоже не стоит делать, потому что этот период вы переживете, и что потом с животными делать, вы как-то не будете понимать, да, но существо все-таки живое, и вы за него берете ответственность. Не стоит торопиться, не стоит искать случайные связи, которые не дадут вам ничего, кроме самоуничтожения, да, и чувства какой-то такой вот небольшого отвращения к себе. Ну и в конце концов просто разрешите себе быть в этом хреновом состоянии. Ну, это нормально, мы не железные люди, то есть у нас может быть как и хорошее состояние, так и плохое состояние. Если люди вокруг там вдруг начнут спрашивать, а что с тобой такое, я искренне советую делиться, потому что если у вас вдруг разовьется депрессия, а это на самом деле очень серьезная история, то окружающие люди будут знать, на фоне чего она у вас развилась и как вам помочь. Поэтому ни в коем случае не надо это все в себе держать и переваривать. Ну и еще раз повторюсь, развод это не когда жизнь закончилась, это когда она просто стала другой. И чтобы к этому привыкнуть, нужно время. Пока-пока.